Хотел бы немножко показать ремкомплект подшипника полуоси. Так, значит, коробочка, обзор коробочки, это, конечно, дело благое, но вот кто в английском не бум-бум, значит, комплект подшипника колеса, смотрите каталог, задний, и может содержать компоненты, произведенные не СНР. И вот последняя строчка очень интересная. Значит, коротко, стопорное кольцо подшипника, внутренний сальник, внешний сальник. Кстати, оба сальника фирмы NAK. И центровой персонаж на сегодня это подшипник. Скрывать я его не буду, ибо он в очень смазке. Я лишь покажу, что он из себя представляет. И мы видим, что в комплекте подшипника от фирмы СНР, она же НТН, подшипник оригинальный, фирмы Timken. Насколько он оригинальный, в том плане, что естественно, что это произведено в США. Насколько он оригинальный, конечно, выяснить проблематично, ибо перерыв пол интернета, я не нашел нигде номера оригинального подшипника Timken Volvo Most. То есть есть номера подшипников Timken в мосты, в эти же мосты Dana 30, но которые шли, собственно, на джипы, на Cherokee, на Grand Cherokee, но у них-то это передний мост. Соответственно, он имеет несколько другую структуру по краям, и там используются, система-то та же самая, но используются другие подшипники, скорее всего. При простом гугляже, типа Volvo 940 Timken, там, Bearing Kit или просто Bearing, выдает вообще разные номера, и которые начинаются всегда с буквы R. То есть это RM, RV, RL и так далее. Здесь же, если посмотреть, ни хера не видно, номер начинается с буквы U. U399 это, видимо, 77 808. Про такой подшипник вообще упоминаний в гугле нет. То есть если просто вбить Timken U399 77 808, то ни хера не будет. Вот просто выдает все другие номера, кроме того, который ты ищешь. То есть, мне видится в данной ситуации два варианта. Либо Timken в принципе не поставлялись никогда как запчасть, как spare part именно для Volvo мостов. И соответственно все подшипники, которые можно увидеть во всяких ремкомплектах, на всяких сайтах, на том же eBay, это лишь подбор по параметрам. Потому что естественно, что у достаточно крупной фирмы Timken есть множество подшипников, которые одинаковы по своим измерениям, по конструкции, но при этом имеют разные номера. То есть первый вариант, что это в принципе не было официальных запчастей. И второй вариант, что они были, но быстро кончились. И чтобы это проверить, нужно умудриться изъебнуться, найти оригинальный Volvo подшипник, который по каталогам будет везде Volvo, по документам, что называется. Оригинальный подшипник для этого моста, но произведенный в годах 90-х. Собственно, когда сама машина и производилась. И если там вместо Volvo будет лежать Timken, тогда второй вариант. Если там будет лежать именно Volvo или SKF, что, кстати, более вероятно, следовательно, это первый вариант. То есть Timken в принципе не делали, так сказать, ремонтных подшипников, то есть ремкомплектов.